Глава 66. Талисман зарождения духа меча. Высоко в небе гигантский меч хаотично вспыхивал золотым светом, его отбросило более чем на 300 метров, прежде чем он остановился. Не успел Даос закрытая гора что-либо предпринять, как круги рун на поверхности меча ярко засияли, излучая ослепительное золотое сияние, когда он снова стремительно обрушился на гигантскую обезьяну, на этот раз с еще большей силой и свирепостью, чем в прошлый раз. Из-за уменьшения количества золотых воинов вокруг нее желтые веревки вокруг гигантской золотой обезьяны слегка ослабли, позволив ей повернуться и прямо встретить гигантский меч. Внезапно она сделала глубокий вдох, ее грудь вздулась, как воздушный шар, прежде чем она открыла свою огромную пасть, испустив оглушительный рев, в то время как в ее глазах вспыхнул синий свет. Вспышка прозрачных звуковых волн, видимых даже невооруженным глазом, вырвалась в небо из пасти гигантской обезьяны. Пространство наверху искривилось и скрутилось, и тут же рухнуло, провалившись более чем на 30 метров, как кратер, оставленный астероидом, врезавшимся в Землю, заставляя все в окрестностях впасть в полный хаос. Это был необычный рев. Вместо этого это была способность, известная как рев Ваджры, которую Хань Ли мог использовать только в своей форме гигантской горной обезьяны. Это была невероятно мощная атака звуковой волной, и, исходящая из его нынешнего физического тела, она была способна разрушить само пространство. Раздался еще один оглушительный взрыв, когда гигантский золотой меч с сокрушительной силой погрузился во вспышку прозрачных звуковых волн, но тут же остановился, не в силах продвинуться дальше, поскольку он сильно дрожал. По мере продолжения атаки звуковой волной раздался треск, и ослепительный золотой свет, исходящий от меча, разбился, как зеркало. На поверхности гигантского меча появилось небольшое вздутие, из которого появилось старческое лицо, идентичное лицу Даоса Ясного Света. Сразу же после этого на поверхности меча начали появляться тонкие трещины, и вскоре он разлетелся на бесчисленные осколки, прежде чем распасться на огромное пространство золотого света. Это был довольно длительный процесс для описания, но на самом деле все произошло в мгновение ока. Проекция зарождающейся души Даоса Ясного Света снова появилась в воздухе среди вспышки золотого света и, казалось, немного потускнела. На ее лице появилось встревоженное выражение, и она тут же полетела к свитку, парящему в небе, прежде чем в мгновение ока исчезнуть в нем. Почти в тот же момент на глобелле гигантской золотой обезьяны внезапно открылась длинная рана, и появился огромный черный демонический глаз. Это был никто иной, как глаз разрушения закона, способный пронзить само пространство. Черная нить света вырвалась из черного демонического глаза, а затем в мгновение ока исчезла в воздухе. В следующее мгновение черная нить света снова появилась прямо рядом со старинным свитком в небе, а затем яростно вонзилась в проекцию зарождающейся души, которая уже появилась. Проекция зарождающейся души мгновенно взорвалась шаром золотого света среди мучительного вопля, и сразу же после этого свиток вспыхнул пламенем, прежде чем превратиться в пепел. Это глаз разрушения закона. Воскликнул Тун Жинье, и его выражение лица резко изменилось. Это было сокровище, дарованное бессмертным патриархом храма Царства Истока, но не только оно было уничтожено, проекция зарождающейся души, находящаяся внутри него, также была уничтожена, и мрачное выражение тут же появилось на лице Дуань Жиньли, увидевшего это. В сердце Даоса Закрытой горы тут же зародился страх перед таким развитием событий. У него не было времени оплакивать потерю сокровища, дарованного ему патриархом Ясного Света, поскольку он размышлял, не пора ли бежать с поля боя. В этот момент начало происходить еще более тревожное событие. Внезапно вокруг тела гигантской золотой обезьяны вспыхнул серебряный свет, из ее меха вырвались большие вспышки серебряного пламени, окутав все ее тело. Поднялись клубы желтого дыма, когда желтые веревки, ограничивающие гигантскую обезьяну, постепенно расплавились и порвались под воздействием палящего серебряного пламени. Освободившись от пут, гигантская золотая обезьяна ударила себя кулаками в грудь, а затем перекатилась по земле, чтобы потушить серебряное пламя, но на смену ему пришли бесчисленные дуги серебряных молний. Гигантская серебряная птица длиной более 30 метров расправила крылья и вылетела из дуг серебряных молний. Ее перья выглядели так, как будто были выкованы из стали, а когти напоминали набор крючков. Внешне она была довольно похожа на истинного духа Кунь-Пен. Это была еще одна истинная духовная трансформация 12 пробуждающих трансформаций птица-молнии. На лице Тун Жинье появилось встревоженное выражение, когда он ускорил свои ручные печати, и желтый значок бешено закружился, когда желтый туман вырвался из земли в бешеной попытке поймать птицу-молнии. Дуань Жиньли также тут же переключился на другую ручную печать, и золотые воины, образованные желтыми бобами, которые хлынули из гигантской желтой тыквы в небе, сошлись к ней, вместо того, чтобы присоединиться к массиву. Однако, лишь слегка взмахнув крыльями, птица молнии превратилась в порыв серебряного ветра, который внезапно исчез, с легкостью уклонившись от желтых веревок и золотых воинов. Прежде чем трое культиваторов Великого Вознесения успели отреагировать, в небе внезапно вспыхнула серебряная молния, и небесный хищник внезапно появилась прямо над гигантской желтой тыквой, прежде чем схватить ее своими когтями.
Вверху вспыхнул свет, и птица молнии и тыква одновременно уменьшились в размерах. Спустя несколько мгновений Хань Ли вернулся к своей человеческой форме, и в его руках была желтая тыква высотой около 30 сантиметров. Увидев это, сердце даоса закрытой горы тут же упало, и он поспешно сказал: «Мы ему не ровня. Мы должны бежать». Затем он тут же устремился вдаль полосой золотого света. Тун Жинье и Дуань Жиньли также последовали его примеру без каких-либо колебаний, спасаясь бегством в такой спешке, что даже оставили в воздухе желтый значок. Хань Ли кратко осмотрел тыкву, которую держал в руках, и над его ладонью внезапно появилось облако лазурного света, прежде чем он с силой потер рукой поверхность тыквы. Золотые руны, выгравированные на тыкве, мгновенно стали размытыми и нечеткими, и одним последним движением он полностью стер их. В то же время все золотые воины, независимо от того, стояли ли они в построении внизу или атаковали Хань Ли, рухнули на землю, как будто их души разом покинули тело. Сразу же после этого они превратились в бесчисленные желтые бобы среди вспышек желтого света. Желтый массив, образованный золотыми воинами, естественно, тоже мгновенно распался. Хань Ли перевернул руку, чтобы убрать тыкву, а затем перевел взгляд на убегающую троицу вдали, и на его лице появилась холодная улыбка. Серебряная молния вспыхнула над его телом, когда он снова принял форму птицы молнии, и он мгновенно исчез с места, взмахнув крыльями. В этот момент Дуань Жиньли отчаянно спасался бегством и чувствовал себя далеко не в лучшей форме. Управление тыквой и этими золотыми воинами сильно истощило его магическую силу, поэтому он летел гораздо медленнее, чем Тун Жинье и Даос Закрытая гора, и в результате эти двое уже далеко его обогнали. Как раз когда он оплакивал свою неудачу, рядом с ним внезапно раздалось жужжание, и ему тут же пришла в голову мысль, наполнившая его отчаянием и ужасом. В этот момент на расстоянии не более 300 метров над ним возникли пространственные колебания, и появилась вспышка серебряной молнии, после чего из воздуха высунулась пара массивных когтей. Бесчисленные тонкие дуги серебряных молний вращались вокруг когтей, постепенно образуя огромную круглую сеть из молний, которая опустилась на него. Конечно, как существо стадии Великого Вознесения, Дуань Жиньли определенно не был слабаком. Он уже был готов к такому сценарию, и из его тела мгновенно вырвалось огромное пространство малинового света, когда он открыл рот и выпустил миниатюрный малиновый флаг высотой в несколько сантиметров. Как только флаг был выпущен, он тут же раздулся до размеров около 3 метров в высоту, и малиновый свет заструился по флагу, когда он выпустил порывы кровавого ветра и безграничного кровавого тумана, образовав огромное малиновое облако, которое охватило все тело Дуань Жиньли. Однако, прежде чем он успел что-либо сделать, над ним вспыхнул серебряный свет, и появилась птица молнии, прежде чем сложить крылья по бокам своего тела, погрузившись в малиновое облако, как астероид в свободном падении. Раздался грохот, когда внутри малинового облака вспыхнула серебряная молния, и все облако разорвалось надвое, прежде чем молниеносная птица вылетела с другой стороны. В ее острых когтях была зажата человекоподобная фигура, которая билась и яростно извивалась, как червь с ужасом на лице. Из всех ее 7 отверстий хлестала черная кровь, представляя собой жуткое зрелище. Внезапно птица молнией громовым голосом произнесла: «В прошлый раз я пощадил тебя, потому что не хотел неприятностей, но не думал, что ты будешь таким глупцом. Похоже, у меня нет иного выбора, кроме как покончить с твоей жизнью здесь». Как только его голос затих, бесчисленные дуги молний сошлись к когтям птицы молнии, и с одним последним душераздирающим криком половина тела Дуань Жиньли взорвалась среди вспышки потрескивающего серебряного сияния. Сразу же после этого из его разрушенного тела вылетела темно-красно зарождающаяся душа с ужасом на лице, но прежде чем она успела сбежать, ее поразила дуга серебряной молнии, которая в мгновение эка стерла ее существование. Так закончилась жизнь культиватора Великого Вознесения, который десятки тысяч лет властвовал над царством духовной сферы. В этом царстве не осталось ни единого его следа. Хань Ли потребовалось всего несколько секунд, чтобы покончить с жизнью Дуань Жиньли, и Тун Жинье и Даос Закрытая гора явно не собирались помогать своему товарищу. К этому моменту они уже были далеко. Во внутреннем городке Черной воды. Даос Ясный Свет и Владыка Костяного Пламени все еще потягивали чай, беседуя друг с другом на 3-м этаже павильона, и их разговор постепенно перешел к вопросам, связанным с опытом и прозрениями в области культивации. Как раз когда эти двое оживленно беседовали, лицо Даоса Ясного Света внезапно слегка побледнело, и он без всякого предупреждения изверг изо рта полный рот крови. «Что случилось, товарищ Даос Ясный Свет?» — поспешно спросил Владыка Костяного Пламени. «Талисман зарождения Духа Меча, который я отправил в царство духовной сферы, был уничтожен», — ответил Даос Ясный Свет с мрачным выражением лица. «Как такое возможно? Этот талисман зарождения Духа Меча содержит достаточно силы, чтобы сравниться с твоей тотальной атакой. Даже я не осмелился бы напрямую противостоять ему. Вдобавок к этому, у них были мои золотые воины. Как они вообще могли не убить этого человека?» — воскликнул Владыка Костяного Пламени с ошеломленным выражением лица.
Даос ясный свет молчал, на его лице застыло суровое выражение. Глава 67. Стоглазый небесный призрак. Внутри серого пространства Тун Жинье и Даос Закрытая гора летели со скоростью, превосходящей все мыслимые пределы, покрывая огромное расстояние в мгновение ика. Особенно после того, как аура Дуань Жинли угасла, оба они отчаянно применяли секретные техники, не считаясь с затратами, чтобы еще больше увеличить свою скорость. Ни один из них не мог вспомнить, когда в последний раз чувствовал такой ужас. Во всем царстве духовной сферы было лишь несколько существ, сравнимых с ними по уровню культивации, и существа такого калибра очень редко вступали в битвы друг с другом, если только это не было абсолютно неизбежным. Товарищ Даос Закрытая гора, открывай пространственный проход прямо сейчас. Если мы не покинем эту область, нам обоим придется последовать по стопам товарища Даоса Дуань. Воскликнул Тун Жинье, бросая испуганный взгляд назад. Даос Закрытая гора кивнул в ответ, затем перевернул руку, чтобы достать серебряную пластину размером с ладонь. Лазурный свет вспыхнул из его другой руки, когда он мягко положил ладонь на круглую пластину, читая заклинание. Из пластины мгновенно вырвался поток серебряного света, который постепенно становился все ярче и ярче по мере продолжения пения. Появились бесчисленные серебряные руны, и в следующее мгновение из серебряного света одновременно вырвалось около дюжины лучей серебряного сияния, сходясь и переплетаясь перед ними, образуя прозрачную серебряную диаграмму, излучающую пространственные колебания. В этот момент сзади раздался приглушенный раскат грома, и их лица резко изменились, услышав это. Вдалеке появилась точка серебряного света, которая увеличивалась с пугающей скоростью, приближаясь к ним с невероятной скоростью. «Сколько еще времени тебе нужно?» — спросил Тун Жинье. 10 секунд. Нет, 8. Поспешно ответил Даос Закрытая гора, продолжая делать быструю серию ручных печатей. Тун Жинье на мгновение замешкался, затем стиснул зубы и сказал: «Я задержу его, насколько смогу». Как только его голос затих, он начал читать заклинание и в то же время сорвал с себя черную мантию, обнажив верхнюю часть тела. На его хрупкой груди было темно-красное изображение призрачного существа, излучающее багровый свет, который постоянно менял яркость, словно это было яростное живое существо, постоянно борющееся. На теле призрачного существа было несколько белых предметов, излучающих слабый белый свет, подавляющих существо и удерживающих его в подчинении. Тун Жинье глубоко вздохнул, затем сделал ручную печать, прежде чем указать пальцем на белые предметы в быстрой последовательности. Из белых предметов вырвались потоки ослепительного белого света, и появились непонятные белые руны. Сразу же после этого белые предметы вылетели из груди Тун Жинье, оказавшись 13 белыми костяными гвоздями. Как только костяные гвозди вылетели из тела Тун Жинье, изображение призрачного существа мгновенно издало рев восторга, словно ужасающий демон, наконец, освободился. Ослепительный багровый свет вырвался из груди Тун Жинье, прежде чем окутать все его тело, образуя около дюжины невероятно толстых столбов багрового света. Столбы света излучали ужасающую силу, заставляя окружающее пространство бурлить и рябить без конца. Внутри багрового света Тун Жинье издал приглушенный стон, и на его лице появилось болезненное выражение. Раздался треск изнутри его тела, и его мышцы извивались, словно живые существа, когда его тело быстро увеличивалось в размерах. В мгновение эка он превратился в гигантское призрачное существо ростом более 300 метров. Призрачное существо было довольно похоже на кровавого небесного призрака, которого вызвал Дуань Жинли. Это был еще один небесный призрак, но этот был еще ужаснее. Таинственные черно-красные узоры покрывали все тело небесного призрака, и что было еще страшнее, так это то, что его грудь, живот, руки, ноги и даже тыльная сторона стоп были усеяны глазами. В общей сложности у небесного призрака было более 100 глаз, которые постоянно моргали и излучали слабый черный свет, вызывая у зрителя леденящие душу ощущения. В частности, на его глобелле был особенно массивный вертикальный глаз, представляющий собой ужасающее зрелище и оттесняющий брови глаз под ним стороны. Однако этот глаз был плотно закрыт. Как только появился стоглазый небесный призрак, аура Тун Жинье вознеслась до беспрецедентных высот, заставляя окружающее пространство рябить и дрожать. В этот самый момент перед ними среди вспышки серебряной молнии появилась серебряная птица молнии ростом более 30 метров, и в ее глазах появилось удивление при виде стоглазого небесного призрака, в которого превратился Тун Жинье. Затем птица молнии расправила крылья, и над ее телом среди громового раската появились бесчисленные дуги серебряной молнии, когда она резко сделала хватательное движение одной парой когтей. Пара ужасающих молниеносных когтей размером около 4000 квадратных метров появилась из воздуха, прежде чем схватиться за стоглазого небесного призрака. Еще до того, как когти достигли стоглазого небесного призрака, обрушился поток огромной силы, заставляя близлежащее пространство сжиматься и стягиваться. Перед лицом такой атаки стоглазый небесный призрак не проявил никакого страха.
Он немедленно сделал ручную печать, и почти половина глаз на его теле загорелась одновременно, прежде чем выпустить потоки черного света. Десятки вспышек света переплелись, образуя черную сеть, которая столкнулась с гигантскими молниеносными когтями. В тот момент, когда они соприкоснулись друг с другом, из черной сети вырвался поток слабых колебаний закона, и молниеносные когти внезапно исчезли, а затем появились в нескольких километрах от них, как будто телепортировались. Раздался громовой раскат, когда молниеносные когти ударили в пустоту, и бесчисленные дуги серебряной молнии взорвались в воздухе, заставляя близлежащее пространство бурлить и яростно дрожать. В глазах птицы молнией промелькнуло удивление, и она энергично взмахнула крыльями, выпустив две серповидные дуги серебряной молнии, одна из которых появилась слева от небесного призрака, а другая — справа, и обе они сошлись, чтобы атаковать небесного призрака с обеих сторон. Глаза на теле стоглазого небесного призрака снова загорелись, а затем выпустили потоки черного света, чтобы противостоять двум дугам молнии. Снова возникли слабые колебания закона, и две дуги молнии также растворились в воздухе, прежде чем появиться в нескольких километрах от них, где они столкнулись друг с другом, прежде чем яростно взорваться. Даос, закрытая гора, был в восторге, увидев это. Уже прошло 2 или 3 секунды, и благодаря его искренним усилиям серебряная диаграмма в воздухе постепенно становилась все яснее и существеннее. Птица молнии прекратила атаку, сложив крылья по бокам, затем полностью проигнорировала то, что делал Даос, закрытая гора, и сказала стоглазому небесному призраку: «Не думал, что встречу здесь, в царстве духовной сферы, кого-то, способного владеть пространственной силой. Ты действительно достоин своего титула культиватора Великого Вознесения номер 1 в этом царстве. Между нами нет вражды, товарищ Даос Хань. Мы сделали это только потому, что нам поручили наши патриархи в царстве бессмертных захватить тебя. Теперь, когда Дуань Жэньли уже мертв, я уверен, что у тебя была возможность выпустить свой гнев. Я признаю, что твои силы намного превосходят наши, но те, кто находится в царстве бессмертных, не будут просто стоять в стороне и смотреть, и если ты зайдешь слишком далеко и полностью перевернешь царство духовной сферы с ног на голову», — сказал стоглазый небесный призрак, и хотя он угрожал, он делал это умоляющим тоном. Как и ожидалось, это действительно как-то связано с патриархами вашей секты. Однако все они далеко в царстве бессмертных, так что они ничего не смогут с этим поделать, холодно сказала птица молнии. Стоглазый небесный призрак слегка замялся, услышав это. Ты не посмеешь. Прежде чем он успел закончить, птица молнии внезапно подняла голову, прежде чем издать пронзительный крик. Вокруг нее снова зажглись дуги серебряной молнии, а затем сошлись к ее когтям, образуя огромную сферическую сеть молний. В то же время серия странных рун, мерцающих серебряным светом, вылетела из ее когтей, прежде чем исчезнуть в сети молний. Все дуги молнии на серебряной сети бесшумно распались, выпустив потоки сверкающего серебряного сияния, которое затем внезапно сконденсировалось, образовав 2 серебряных шара молнии. Слой серебряных рун был распределен по поверхности каждого шара молнии, и раздался приглушенный грохот, когда тонкие дуги серебряной молнии вырвались во всех направлениях, высвобождая ужасающую ауру, которая грозила уничтожить все на пути шаров молнии. Это была не что иное, как техника управления молнией Хань Ли. Шары молнии были сформированы серебряной молнией птицы молнии, которая полностью отличалась от божественной молнии, поражающей демонов, которую он использовал в прошлом. Стоглазый небесный призрак издал низкий рев, и все красно-черные узоры на его теле загорелись одновременно, в то время как все его глаза разом распахнулись. Птица молнии подняла когти, и 2 серебряных шара молнии мгновенно полетели по воздуху, достигнув небесного призрака с невероятной скоростью, прежде чем яростно взорваться. Пара сверкающих серебряных солнц появилась в небе, прежде чем быстро расшириться наружу, когда дуги молнии вспыхнули во всех направлениях. Бесчисленные серебряные руны появились на поверхностях серебряных солнц, когда они обрушились вниз, высвобождая разрушительную ауру. Хотя Тун Жэнье уже ожидал мощного натиска от Хань Ли, он все еще был поражен тем, насколько устрашающей была эта атака. Стоглазый небесный призрак издал свирепый рев, когда все его глаза широко распахнулись, настолько, что уголки глаз слегка порвались. Потоки черного света, почти вдвое толще предыдущих, выстрелили вперед, прежде чем переплестись, образуя гигантскую черную сеть. В то же время вертикальный глаз на его лбу резко распахнулся, открывая огромный глаз, черный, как чернила. Толстый столб черного света вырвался из вертикального глаза, прежде чем исчезнуть в черной сети, которая мгновенно превратилась в черный световой барьер, окутавший небесного призрака с головы до ног. 2 ослепительных серебряных солнца спустились с небес, прежде чем врезаться в черный световой барьер, и световой барьер немедленно начал ярко светиться, испуская мощные колебания закона. Свет почти на половине 2 серебряных солнц мгновенно застыл, как будто замерз, но другая половина осталась совершенно нетронутой, продолжая спускаться среди вспышки яростного грохота. Черный световой барьер гудел и непрерывно дрожал, а свет хаотично мигал на его поверхности, но он отказывался разрушаться. Таким образом, возникла тупиковая ситуация. В этот самый момент изнутри черного светового барьера раздался громовой рев,
и барьер резко увеличился в размерах, когда на его поверхности появились бесчисленные черные руны. Пара серебряных солнц вспыхнула, прежде чем внезапно исчезнуть на месте, а затем снова появиться вдалеке. Сразу же после этого два серебряных солнца взорвались, образовав пару молниеносных столбов, которые вырвались в небеса, с легкостью пробив гигантские дыры в серых облаках. В то же время в землю были вбиты два бездонных отверстия. Из гигантских молниеносных столбов вырвались огромные энергетические колебания, подняв порывы свирепого ветра в пределах нескольких десятков километров от взрыва. В то же время черный световой барьер также распался, открывая стоглазого небесного призрака, и он, казалось, был в ужасном состоянии. Он не только тяжело дышал, но и все его глаза были наполовину закрыты, а черный свет, который они излучали, стал крайне тусклым. Было ясно, что они были сильно перегружены. Даос «Закрытая гора» был поражен тем, что только что увидел, но в то же время пространственный проход был близок к завершению. С последней серии ручных печатей серебряная диаграмма в небе начала ярко светиться, а затем приняла ясную и существенную форму, оказавшись изображением серебряной луны, висящей в небе. Глава 68. Преследование. Даос «Закрытая гора» был в восторге, увидев это, и перешел к другой ручной печати, выпустив изо рта поток кровяной эссенции, которая мгновенно слилась с изображением серебряной луны. Внутри изображения серебряная луна, скрытая за туманом, внезапно выпустила потоки серебряного света, и эти потоки переплелись друг с другом, образуя мерцающий серебряный вихрь. Из вихря вырвались пространственные колебания, раздался глухой грохот, похожий на раскат грома, и в самой глубокой точке вихря можно было увидеть точку белого света. В тот момент, когда открылся пространственный проход, и стоглазый небесный призрак и птица-молния одновременно повернулись к нему, и на лице первого появилось выражение ликования, а в глазах второго вспыхнул голубой свет. Взгляд Даоса «Закрытой горы» лишь на мгновение задержался на стоглазом небесном призраке, прежде чем он тут же устремился к птице-молнии. Даос вздрогнул, прежде чем развернуться, как испуганный заяц, и броситься в серебряный вихрь так быстро, как только мог. Сразу же после этого серебряный вихрь распался на бесчисленные пятнышки серебряного света, исчезнув в мгновение ика. В общей сложности пространственный проход был открыт менее секунды, и от него остались лишь слабые пространственные колебания. Даос «Закрытая гора» не только сбежал один, но и закрыл за собой пространственный проход, и стоглазый небесный призрак пришел в ярость, увидев это. «Ублюдок!» Тем временем голубой свет в глазах птицы молнии потускнел, и на ее лице появилось задумчивое выражение. За краткий миг до закрытия прохода Хань Ли уже уловил все перестановки пространственного вихря. «Теперь остались только ты и я, товарищ Даос Тун. Пора мне раз и навсегда уладить свои разногласия с твоей сектой», — холодно сказала птица молнии, отводя взгляд. Как только его голос затих, серебряная молния вспыхнула над ее телом, и она исчезла среди оглушительного раската грома. У стоглазого небесного призрака не было времени проклинать Даоса «Закрытую гору» за его предательство, поскольку он отчаянно сделал ручную печать. Из его тела вырвалось огромное пространство вязкой черной ци, образовав около дюжины толстых щупалец, которые яростно хлестали воздух вокруг него. Раздался еще один раскат грома, и птица молнии появилась позади небесного призрака среди вспышки молнии, а затем с невероятной скоростью набросилась на него своими когтями, оставляя за собой шлейф остаточных изображений. Однако черные щупальца позади небесного призрака тоже отреагировали чрезвычайно быстро, мгновенно обвившись вокруг птицы молнии. В глазах птицы молнии промелькнуло удивление, после чего вокруг ее тела появились дуги серебряной молнии, а из этих дуг молнии также появились бесчисленные серебряные руны. Руны быстро взорвались, когда бесчисленные тонкие нити серебряной молнии вырвались во всех направлениях, разорвав черные щупальца в клочья, прежде чем превратить их в облако черной ци, которое было быстро уничтожено. Спина стоглазого небесного призрака также была поражена толстой дугой молнии, и 7 или 8 глаз там были полностью уничтожены, в результате чего черная кровь хлынула по его спине. Стоглазый небесный призрак издал приглушенный стон, прежде чем отчаянно полететь прямо вперед. Позади него раздался грохот, когда птица молнии сделала хватательное движение своими когтями, и дуги серебряной молнии вокруг нее сошлись, образуя еще одну пару шаров молнии. Затем она подняла когти в воздух, и 2 шара молнии взлетели в небеса, прежде чем исчезнуть в серых облаках наверху. Мгновенно раздался ряд оглушительных взрывов, когда шары молнии разорвали серые облака, освещая ландшафт внизу сверкающим серебряным светом. 2 огромных столба молнии с бесчисленными серебряными рунами, волнующимися вокруг них, внезапно вырвались из облаков, а затем обрушились на убегающего стоглазого небесного призрака. Небесный призрак был сильно встревожен, и из его тела вспыхнул черный свет, когда он снова заставил все свои глаза открыться. Черный свет вспыхнул в зрачках его глаз, когда он приготовился снова высвободить свою пространственную способность, но в этот самый момент возле его ушей раздался леденящий душу окрик. Сразу же после этого острая боль пронзила его разум, как будто его мозг был злобно пронзён острым ножом, и он почувствовал, как будто его душа вот-вот разорвется на части.
Небесный призрак схватился руками за голову, издавая мучительный вой, и из всех его отверстий начала течь черная кровь. Черный свет в зрачках его глаз хаотично мигал, прежде чем угаснуть, после чего два столба серебряного света ударили его тело среди оглушительного раската грома. Стоглазый небесный призрак издал душераздирающий вой, когда два массивных отверстия были мгновенно пробиты в его теле столбами молнии, и одно из отверстий было на его груди. Тело небесного призрака было почти разорвано пополам, и черная кровь хлынула наружу, когда он рухнул с неба, прежде чем тяжело упасть на землю. Раздался ряд тресков и хлопков, когда тело стоглазого небесного призрака быстро сжалось, превратившись в мгновение ока в низкорослого пожилого человека. Пожилой мужчина получил чрезвычайно серьезное ранение с двумя большими отверстиями в теле, одно на груди, а другое на животе. Кровь непрерывно лилась изо рта Тунжинье, когда на его лице появилось ужасающее выражение. Однако в следующее мгновение в его глазах внезапно промелькнул свирепый взгляд, когда он быстро сделал ручную печать. Вокруг него мгновенно начали вращаться круги черного света, в то время как его худое и хрупкое тело начало раздуваться с пугающей скоростью. Он пытается самоуничтожиться. Пробормотала про себя птица молнии, проводя когтями по воздуху, выпуская ослепительные дуги серебряной молнии, которые в мгновение ока сошлись, образуя шар молнии. Затем шар молнии обрушился вниз с поразительной скоростью, но Тунжинье смог самоуничтожиться до того, как он достиг его, и взрыв высвободил мощные ударные волны, которые разорвали близлежащее пространство. Из пространственных разломов хлынул черный свет, замедляя спуск шара серебряной молнии. Зарождающаяся душа ростом в несколько сантиметров вылетела из черного света, прежде чем исчезнуть на месте, а затем в мгновение ока снова появиться в нескольких сотнях метров от него. Над ее телом вспыхнул защитный духовный свет, когда она попыталась скрыться с места происшествия. Однако в этот самый момент серебряный шар молнии взорвался, превратившись в огромное серебряное солнце, которое быстро расширилось во всех направлениях, мгновенно поглотив зарождающуюся душу Тунжинье. Из серебряного света вылетел предмет, прежде чем влететь в когти птицы молнии. Через несколько мгновений серебряное солнце медленно угасло, открывая огромный кратер на земле. В этот момент Тунжинье уже бесследно исчез. Птица молнии исчезла со вспышкой серебряной молнии, и появился Хань Ли, держа в одной руке красный мешочек, излучающий слабый красный свет. После этой серии напряженных битв он достиг дна своих запасов магической силы, и его цвет лица стал довольно бледным. Он убрал красный мешочек, затем вызвал тысячелетнюю траву облачного журавля, которую тут же проглотил. После этого он поднял голову, чтобы посмотреть на небо, читая заклинание, прежде чем взмахнуть рукавом по воздуху. 7 полос черного света вылетели, прежде чем остановиться в воздухе. Это были не что иное, как 7 зеркал звездного света, которые он усовершенствовал, используя камни рассвета инь, и они были расположены в соответствии с конфигурацией 7 звезд Большой Медведицы. Хань Ли сделал ручную печать, бросив полосы света на 7 зеркал, и они немедленно начали вращаться на месте, излучая ослепительный звездный свет. Многие черные руны также вылетали из зеркал, прежде чем танцевать в звездном свете. Когда Хань Ли прокрутил серию ручных печатей, зеркала звездного света начали непрерывно гудеть, и свет, который они испускали, становился все ярче и ярче, но они бесконтрольно дрожали и становились все более и более нестабильными. Внезапно Хань Ли сделал последнюю ручную печать, произнеся слово. Взрыв, свет, излучаемый 7 зеркалами, мгновенно достиг пиковой яркости, когда они взорвались, превратившись в 7 массивных шаров света. Хань Ли немедленно начал делать быструю серию ручных печатей, и 7 шаров света быстро превратились в 7 огромных звездных проекций, напоминающих миниатюрную копию Большой Медведицы по его велению. Хань Ли мгновенно переключился на другую ручную печать, увидев это, и свет, излучаемый 7 звездными проекциями, соединился вместе, образуя звездный массив. Хань Ли выдохнул, делая своеобразную ручную печать, и звездный массив мгновенно засиял, после чего он разделился в стороны, как будто его разрывали на части 2 огромные невидимые руки. Вскоре появилась чернильно-черная трещина, и трещина, казалось, была заполнена безграничной тьмой, но в самой глубине тьмы можно было увидеть точку света. В небе над платформой сбора звезд Храма Царства Истока из гигантской серебряной луны вырвались яростные пространственные колебания, когда посередине внезапно появилась пространственная трещина, и Хань Ли вылетел из нее, прежде чем зависнуть в воздухе. Ограничение, охватывавшее огромную площадь вокруг платформы сбора звезд, все еще стоял, и яркий серебряный свет, каскадом подавший с гигантской серебряной луны, переплетался с сиянием радужного светового барьера, охватывавшего окружающее пространство, представляя собой причудливое и неземное зрелище. В этот момент Даоса закрытой горы уже нигде не было видно. Хань Ли неторопливо подлетел к световому барьеру, затем нанес 3 последовательных удара, чтобы пробить в нем отверстие, прежде чем вылететь изнутри. Храм Царства Истока снаружи все еще мирно стоял в ночи, и в нем, казалось, не было ничего необычного. Хань Ли слегка нахмурил брови, когда он высвободил свое духовное чувство и провел им по окрестностям, после чего он немедленно бросил холодный взгляд на пик, потрясающий небеса вдалеке.
В следующее мгновение он превратился в полосу лазурного света и молнией полетел к пику. В этот самый момент земля вокруг пика потрясающие небеса внезапно начала яростно сотрясаться, и из земли вырвались десятки толстых столбов желтого света. Каждый столб света был толщиной около 12 метров, и они достигали самих облаков. Столбы света были усеяны землистыми желтыми духовными узорами, которые испускали огромные колебания духовной силы. Все столбы света одновременно засияли, выпустив потоки желтого сияния, которые соединились вместе, образовав толстый желтый световой барьер. Издалека казалось, что над всем пиком потрясающие небеса появилось плотное желтое облако. Внутри зала на пике потрясающие небеса находилась трехступенчатая платформа, полностью построенная из желтого кристаллического камня. Платформа сужалась снизу вверх, нижний уровень имел радиус более 30 метров, а верхний — всего около 9 метров. Вся платформа была усеяна желтыми рунами, и на десятках землисто-желтых столбов вокруг платформы также было выгравировано бесчисленное множество рун. Даос Закрытая Гора сидел на верхнем уровне платформы, и хотя его выражение было довольно спокойным, нотка паники в его глазах выдавала его истинные эмоции. Он читал заклинания, делая быструю серию ручных печатей, быстро выпуская одну ручную печать за другой. Платформа и десятки столбов вокруг нее мгновенно начали непрерывно мигать землисто-желтым светом, резонируя с массивом снаружи. 7 или 8 культиваторов интеграции тела храма Царства Истока сидели, скрестив ноги, на втором уровне платформы, и они тоже непрерывно пели, вливая свою магическую силу в платформу. Снаружи пика потрясающая небеса полоса лазурного света прибыла перед массивом, прежде чем исчезнуть, открывая Ханьли. Он взглянул на желтый световой барьер, окутавший всю гору, и его глаза слегка сузились, когда он глубоко вздохнул. Раздался ряд тресков и хлопков, когда его тело быстро раздулось, как воздушный шар, в то время как из его кожи вырос золотой мех. В мгновение эйка он уже превратился в гигантскую горную обезьяну ростом более 30 метров. Глава 69. Перемены в Серебряной Луне. Гигантская золотая обезьяна ударила себя кулаками в грудь, из ее тела вырвалась яростная аура, заставившая желтый световой барьер раскачиваться и дрожать. Внутри зала на пике потрясающие небеса Даос Закрытая Гора и другие культиваторы храма Царства Истока были сильно встревожены видом ужасающей гигантской обезьяны за световым барьером. На лбу Даоса Закрытой Горы начал выступать пот, и он ускорил свое пение, быстро указывая пальцами на столбы вокруг себя. Все столбы начали светиться желтым сиянием, и желтый световой барьер, охватывающий пик потрясающие небеса, стал еще толще и плотнее. Гигантская золотая обезьяна запрокинула голову и издала протяжный рев, а затем яростно взмахнула волосатым кулаком в сторону светового барьера впереди. Из ее массивного кулака вырвался ослепительный золотой свет, когда он пронесся по воздуху, подняв порывы свирепого золотого ветра, прежде чем с яростной силой врезаться в желтый световой барьер. Раздался оглушительный грохот, когда ослепительный золотой и желтый свет вырвался наружу в ослепительном взрыве сияния. Поверхность светового барьера яростно задрожала, и участок, в который попал кулак, значительно прогнулся среди ряда громких тресков. На световом барьере вокруг гигантского золотого кулака появились трещины, которые быстро распространились во всех направлениях. Внутри зала на пике потрясающие небеса все столбы вокруг трехступенчатой платформы яростно задрожали, и даже сама платформа начала трескаться, хаотично мигая. Культиваторы интеграции тела, расположенные вокруг платформы, почувствовали, как их дантяне яростно дрожат вместе с платформой, и каждый из них изверг полный рот крови, когда на их лицах появилось изумленное выражение. Массив божественной плотной земли, охватывающий пик потрясающие небеса, был барьером, на создание которого у нескольких мастеров массива секты ушел целый век под руководством патриарха Ясного Света бесчисленное количество лет назад, но он был почти уничтожен всего одним ударом. В глазах Даоса Закрытой Горы промелькнула паника, когда он закричал: «Стабилизируйте массив!» Затем он стиснул зубы, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить полный рот кровяной эссенции, которая превратилась в облако кровавого тумана, слившегося с ближайшими столбами. В то же время он сделал быструю серию ручных печатей, вливая свою магическую силу в платформу в безумии. Культиваторы интеграции тела вокруг платформы поспешно сделали то же самое, увидев это. Благодаря их совместным усилиям все столбы в массиве загорелись одновременно, и трещины, пробитые в желтом световом барьере кулаком гигантской золотой обезьяны, быстро начали запечатываться. Гигантская золотая обезьяна холодно фыркнула, увидев это, и ее другая рука также начала светиться сияющим золотым светом, прежде чем она нанесла еще один разрушительный удар. Огромный золотой кулак ударил в то же самое место, что и раньше, и из кулака вырвалась серия золотых ударных волн, подняв порывы свирепого ветра, который дул по воздуху во всех направлениях. Весь барьер яростно дрожал и бурлил, и столбы желтой ци хаотично поднимались во всех направлениях. В результате второго удара вмятина на световом барьере углубилась вдвое, и трещины снова начали распространяться по его поверхности, причем эти трещины были еще шире и глубже, чем предыдущие.
Наконец, весь массив полностью разрушился с глухим стуком. Зал на пике потрясающие небеса яростно раскачивался, в то время как на трехступенчатой платформе появилась большая трещина, разделившая ее надвое. На земле в зале также появились 7 или 8 огромных разломов, и все культиваторы интеграции тела бесконтрольно вздрагивали, когда они чуть не упали с платформы. В то же время у них изо рта хлестала кровь, и их ауры быстро угасали. Цвет лица даоса закрытой горы также значительно побледнел, когда он мгновенно поднялся на ноги. Однако прежде чем он успел что-либо сделать, раздался оглушительный грохот, и на крыше зала появились бесчисленные трещины, прежде чем она рухнула, хотя ее также поддерживал барьер. Затем золотая проекция кулака размером с дом обрушилась прямо на даоса закрытую гору. Раздался слабый жужжащий звук, когда даос закрытая гора перевернул руку, чтобы достать серебряную мухобойку из конского волоса, который он взмахнул по воздуху, высвободив бесчисленные серебряные нити. Затем он сделал печать другой рукой, и все серебряные нити мгновенно сошлись по его велению, образуя серебряную проекцию целиня, которая столкнулась с золотой проекцией кулака. Раздался оглушительный грохот, когда золотой и серебряный свет переплелись, подняв свирепый ураган, который вырвался в небеса, прежде чем яростно пронестись во всех направлениях. Весь зал был полностью разрушен, и все культиваторы стадии интеграции тела были отброшены свирепыми порывами ветра. К счастью, все они отреагировали чрезвычайно быстро, отчаянно вызывая все виды защитных сокровищ, чтобы защитить себя, поэтому они остались относительно невредимыми. Полная фигура неуверенно отступила из свирепого ветра, и это был никто иной, как даос закрытая гора. В одной руке он держал разрушенную мухобойку из конского волоса, и в его глазах был ужас и паника, когда он поспешно закричал: «Пожалуйста, подожди, собрат даос Хань». «Нет, старший Хань, пожалуйста, позвольте мне объяснить». Все не так, как ты думаешь. В этот момент его сердце было переполнено одним лишь раскаянием. Если бы он знал, что это произойдет, он бы сразу же сбежал из храма царства Истока после выхода из домена. Возможно, тогда у него был бы хотя бы небольшой шанс на выживание. В этот самый момент вдалеке внезапно раздался ряд оглушительных взрывов, и он доносился со стороны платформы сбора звезд. Гигантская золотая обезьяна подняла бровь, повернувшись к платформе сбора звезд, и даос закрытая гора тоже поспешно устремил свой взгляд в том же направлении. 8 гор возле платформы сбора звезд раскачивались в унисон, и вершины 8 гор взорвались, в то время как 8 столбов света, поднимающихся с гор, также исчезли во вспышке. Затем огромный световой барьер, возвышающийся над платформой сбора звезд, внезапно засиял, прежде чем распасться. Однако гигантская серебряная луна, висящая над платформой сбора звезд, не угасла. Мало того, она стала еще ярче солнца и непрерывно дрожала. Потоки невидимых ударных волн вырвались во всех направлениях, и окружающее пространство в радиусе нескольких сотен километров снова всколыхнулось, когда деревья были повалены, а горы рухнули. Сразу же после этого весь свет, излучаемый с поверхности серебряной луны, сошелся к центру, образуя огромный вихрь. В то же время в окрестностях появились огни разных цветов, переплетаясь друг с другом, когда по близлежащему пространству пробежала сильная дрожь. Все ученики храма царства Истока молча, разинув рты, смотрели на сцену, разворачивающуюся в небе. Гигантская золотая обезьяна наблюдала за огромным вихрем в небе с голубым светом, мигающим в ее глазах, и она внезапно протянула одну руку, чтобы сделать хватательное движение, высвободив поток огромной всасывающей силы. «Пощади меня!» Закричал даос закрытая гора, отчаянно пытаясь вырваться, но он был совершенно бессилен сопротивляться, когда гигантская золотая обезьяна с легкостью притянула его в свои объятия. Затем гигантская обезьяна открыла рот, чтобы выпустить серебряную сущность огненного ворона, который в мгновение К превратился в огненную серебряную веревку, прежде чем быстро обвить тело даоса закрытой горы несколько раз. Случайным взмахом руки золотой обезьяны даос закрытая гора был отброшен, после чего гигантская обезьяна снова устремила свой взгляд на пространственный вихрь в небе с мрачным выражением лица. Даос закрытая гора тяжело рухнул на землю, и перед его глазами заплясали звезды. Его сердце вздрогнуло, когда он почувствовал ужасающую силу, вложенную в огненную серебряную веревку вокруг него, и все, что он мог сделать, это послушно лежать на земле, не смея пошевелиться ни на сантиметр из страха разозлить Хань Ли. Глава 70. Золотой гигант. В небе над ними вихрь на поверхности гигантской серебряной луны уже расширился более чем вдвое по сравнению с первоначальным размером. В самой глубокой точке внутри вихря едва можно было различить полупрозрачный барьер, и за этим барьером, казалось, был совершенно чужой мир. Внезапно полупрозрачный барьер вспыхнул, как будто во что-то врезался с другой стороны. Гигантская серебряная луна слегка задрожала, и на поверхности полупрозрачного барьера внутри вихря появилась трещина. Изнутри вылетел шар пронзительного желтого света, а затем начал быстро спускаться. Полупрозрачный барьер мгновенно снова закрылся, после чего вихрь внезапно начал сжиматься, и вскоре барьер больше не было видно. В глазах гигантской золотой обезьяны вспыхнул голубой свет,
и она мгновенно смогла идентифицировать объект, окутанный желтым светом. Это был ярко-желтый боб, очень похожий на бобы, которые Дуань Жинли ранее выпустил из той желтой тыквы, но этот боб был намного крупнее, и на его поверхности было выгравировано бесчисленное множество глубоких рун. Большой боб внезапно остановился в своем спуске, а затем закружился в воздухе, выпустив в безумии бесчисленное множество золотых рун. Золотые руны хлынули вокруг боба, высвобождая огромное пространство золотого света, которое купало близлежащую область в радиусе более 30 метров в золотом сиянии, которое непрерывно рябило и искажалось, подобно возмущенной поверхности золотого пруда. Сразу же после этого раздался четкий треск, и боб начал расширяться с невероятной скоростью, выпуская голову и 4 конечности. Практически в мгновение желтый боб, который изначально был не больше грецкого ореха, превратился в золотого гиганта ростом более 600 метров, и все его тело излучало золотой свет. Золотой гигант был очень похож на золотых воинов, с полностью обнаженным торсом и выпуклыми, сосудистыми мышцами на ногах и руках. Казалось, что все его тело было выковано из стальной эссенции, и одно его присутствие создавало огромное чувство давления. В следующее мгновение поверхность серебряной луны снова задрожала, и изнутри начали вылетать бесчисленные желтые пятнышки. Это были не что иное, как желтые бобы, оставленные в сокровищнице домена, и они падали, как дождь. Как ни странно, как только желтые бобы соприкасались с золотым светом, излучаемым телом золотого гиганта, они тут же притягивались к гиганту какой-то всасывающей силой. Все лучи, падавшие на тело гиганта, мгновенно всасывались, заставляя золотого гиганта еще больше раздуваться в размерах. К тому времени, когда все десятки тысяч желтых бобов были втянуты в тело гиганта, он раздулся до размеров около 3 километров в высоту, стоя, как столб между небом и землей, затмевая даже близлежащие горы. Из его тела исходила неописуемо огромная аура, прежде чем пронестись во всех направлениях. Что, черт возьми, это за штука? Она огромная, мне не нравится то, что здесь происходит. Кажется, я только что видел, как наш верховный старейшина потерпел поражение от этой гигантской золотой обезьяны, а теперь эта штука появилась из ниоткуда. Сейчас не время болтать, нам нужно выбираться отсюда. Все ученики храма Царства Истока в окрестностях, естественно, были в ужасе от этого тревожного зрелища. И многие из них в слепой панике начали разбегаться во всех направлениях. Однако было также немало учеников, которые считали, что нет никакой опасности в том, чтобы наблюдать за разворачивающейся ситуацией издалека. Конечно, эти ученики состояли в основном из высокоуровневых культиваторов, таких как те, кто находился на стадии пространственного закаливания и стадии интеграции тела. Внезапно гигантская серебряная луна в небе несколько раз вспыхнула серебряным светом, а затем начала быстро сжиматься. Всего через несколько мгновений она сжалась, превратившись в тусклую серебряную пластину размером более 30 метров. Сразу же после этого серебряная пластина начала падать с небес, вспыхнув во время спуска. В отсутствие серебряной луны свет звезд, который ранее был скрыт, снова пробился наружу. Гигантская золотая обезьяна полностью проигнорировала происходящее изменение в серебряной луне, и ее взгляд все это время оставался твердо прикованным к золотому гиганту в небе. Если она не ошибалась, то была очень большая вероятность, что желтый боб, породивший этого золотого гиганта, прибыл из царства бессмертных. На самом деле, было очень вероятно, что он был напрямую связан с 3 бессмертными патриархами секты Небесного Призрака. Как раз когда эти мысли проносились в голове Ханли, лицо золотого гиганта слегка задрожало, и появилась проекция человеческого лица с болезненно-желтым цветом лица. Золотой гигант бросил холодный взгляд на гигантскую золотую обезьяну, а затем прыгнул прямо на нее, как золотой астероид, достигнув гигантской обезьяны в мгновение ока, прежде чем поднять правую руку и нанести жестокий удар. Желтый взрыв распространился по окрестностям, как бурная волна, уничтожая все деревья и горы на своем пути. Гигантская золотая обезьяна издала громовой рев, когда ее тело быстро раздулось до более чем 300 метров в высоту. В то же время из обеих ее рук вспыхнул серебряный свет, и появились бесчисленные серебряные духовные узоры, образовав слои сложных массивов, которые распространились по всей поверхности рук обезьяны, высвободив поток ужасающей силы. Затем золотая обезьяна также нанесла ответный удар, и из ее руки вырвался серебряный ураган. 2 кулака невероятных размеров яростно столкнулись с оглушительным грохотом и огромным извержением золотого и серебряного света, заставляя близлежащее пространство искривляться и непрерывно гудеть. Тело гигантской золотой обезьяны яростно задрожало, и серебряный свет на ее руках разбился, когда ее отбросило назад, как гигантское пушечное ядро. Раздался ряд громких ударов, когда ее тело последовательно пробило 3 или 4 небольшие горы, прежде чем, наконец, врезаться в гору высотой более 3 километров, и только после того, как она погрузилась на 30 метров в гору, она, наконец, остановилась. Огромная гора яростно задрожала, когда бесчисленные разбросанные камни с грохотом посыпались вниз, и ее чуть не опрокинуло силой удара. Что касается всех зданий, пещерных жилищ и лечебных садов на горе, то все это мгновенно превратилось в груды руин и обломков. Гигантская золотая обезьяна вылетела из глубокой вмятины на склоне горы, прежде чем отряхнуться,
и хотя она была совершенно невредима, в ее глазах было удивление. Он не мог выразить всю мощь божественной трансформации гигантской горной обезьяны из-за своих сильно ограниченных запасов магической силы, но даже в этом случае этот золотой гигант обладал поистине непостижимой силой, настолько, что даже Хань Ли чувствовал себя полностью побежденным. Почти в 10 километрах от него золотой гигант остановился в своем полете, а затем тяжело приземлился на землю внизу, заставляя землю сотрясаться и грохотать под его ногами. Затем он согнул колени, слегка наклонившись вперед, и сильно оттолкнулся ногами от земли. Раздался взрывной хлопок, когда по воздуху распространились рябь, видимая даже невооруженным глазом, и золотой гигант бросился к гигантской золотой обезьяне, как падающая звезда, появившись прямо над обезьяной в мгновение ока, прежде чем протянуть вниз свои огромные золотые руки. Гигантская обезьяна была довольно ошеломлена скоростью и ловкостью гиганта, но она оставалась спокойной и собранной, когда на поверхности ее тела появилось огромное пространство лазурного света, и она перекатилась по земле, прежде чем мгновенно превратиться в величественную лазурную птицу размером около 120 метров. Это была не что иное, как форма лазурной птицы Луань Хань Ли, и птица расправила крылья, прежде чем исчезнуть на месте, чтобы избежать хватки золотого гиганта. Раздался оглушительный грохот, когда золотой гигант схватился за огромную гору, стоявшую позади того места, где изначально находилась гигантская обезьяна, и верхняя половина горы была насильственно удалена. Отрубленная часть горы рухнула вниз, раздавив две другие горы позади нее и снова послав сильные толчки по земле. Лазурная тень промелькнула позади золотого гиганта, и лазурная птица Луань появилась из воздуха, прежде чем злобно вонзить свои когти в спину гиганта. Несколько длинных порезов были мгновенно нанесены на спину золотого гиганта, но они были не очень глубокими, и они были практически незначительными, учитывая, насколько огромным было тело гиганта. Золотой гигант взмахнул рукой в сторону лазурной птицы Луань, высвободив поток огромной силы, вызвавший ряд громких хлопков в воздухе. Лазурная птица Луань снова исчезла, как лазурная тень, а затем появилась прямо перед золотым гигантом, прежде чем энергично взмахнуть крыльями. Сотни перьев мгновенно взлетели в воздух, прежде чем превратиться в бесчисленное множество лазурных ветреных лезвий, каждое из которых было длиной более 30 метров. Края каждого лезвия ветра испускали острое сияние, и они с невероятной скоростью врезались в тело золотого гиганта. Серия порезов была нанесена на грудь и живот золотого гиганта, заставив его прийти в безумную ярость. Он тут же повернул голову, прежде чем злобно взмахнуть рукой по воздуху, но все, что ему удалось сделать, это ударить по остаточному изображению, оставленному лазурной птицей Луань. В глазах лазурной птицы Луань промелькнул проблеск света, когда она начала летать вокруг золотого гиганта, оставляя за собой шлейф остаточных изображений в качестве приманок, пока она искала следующую возможность для удара. Сказать, что сила золотого гиганта была примечательной, было бы сильным преуменьшением, но, к счастью, его защита не была такой уж исключительной, и атаки лазурной птицы Луань были способны ранить его. Раны казались незначительными, но если бы их было нанесено достаточно, то накопительный эффект, несомненно, привел бы к чему-то более изнурительному. В этот самый момент из груди золотого гиганта вырвались потоки желтого света, прежде чем быстро распространиться по всему его телу. Раны, нанесенные на его спину и грудь, быстро зажили в желтом свете, позволив ему полностью восстановиться всего за несколько секунд. Лазурная птица Луань немного замешкалась, увидев это. Однако затем ее глаза слегка сузились, когда она издала вызывающий крик, а затем увеличила свою скорость до максимальной, летая вокруг золотого гиганта, одновременно выпуская свирепые атаки ветреного атрибута. Золотой гигант был невероятно силен, но его скорость была намного ниже, чем у лазурной птицы Луань, которая славилась своей скоростью даже среди настоящих духовных существ. В результате он дико размахивал руками, но не мог даже задеть лазурную птицу Луань. Однако горам в этом районе повезло меньше, и более мелкие горы были полностью измельчены, в то время как более высокие горы также с легкостью опрокидывались. Лазурная птица Луань продолжала быстро летать вокруг золотого гиганта, и последний был быстро покрыт ранами. Однако из груди гиганта продолжал распространяться желтый свет, и независимо от того, какую травму он получал, он всегда мог полностью восстановиться в течение нескольких секунд. Мало того, движения золотого гиганта постепенно становились все более ловкими. Казалось, он знакомится с движениями лазурной птицы Луань, и он постепенно становился все более способным не отставать от скорости птицы. Они постоянно двигались, пока их битва бушевала, разрушая бесчисленные горы и здания в храме Царства Истока. Внутри храма непрерывно раздавались оглушительные взрывы, когда происходили широкомасштабные разрушения, и к этому моменту даже высокоуровневые культиваторы, которые изначально решили остаться и понаблюдать, уже сбежали с места происшествия, чтобы сохранить себя. Даос, закрытая гора, лежал на земле, беспомощно наблюдая, как секта превращается в руины, и он отчаянно хотел что-то сделать. Если все будет продолжаться так, то все, что было построено за последние миллион лет, будет уничтожено. Однако, когда он поднял голову, чтобы посмотреть на двух титанов, подобных божествам, втянутых в битву наверху, он мог лишь криво улыбнуться и пожалеть о своей несчастной судьбе.